überhaupt nicht zur Ruhe in dem Haus. Das für mich mein Krach. Hoch her! Immer dieses Theater Kann noch. hier überhaupt nicht ist denn da schlafen. passiert? Rein hier! Was ist Bringt denn denn da jeder? los? Was soll denn das bedeuten? Wo bringen die her? Wo haben Sie den Russen gefunden? Ein Russe, ja? Ja, ja. Guck mal! Was ist das? los? Wir haben einen Partisanen gefangen. Die haben einen Partisan gefangen? Partisan? Ach Quatsch, wenn es wenigstens Cognac wäre. Oh, das ist ein Mädel. Maruschka. Кто ты, девушка? Кто вы? Кто вас послал? Кто ваши товарищи? Где они теперь? Так. Еще раз, кто ты? С кем ты была? Zum Kotzen. Скажи, а где в данный момент находится Сталин? Сталин? Угу. Сталин на посту. На посту. Was heißt das? Что это значит? Это значит, что ночью, вот сейчас, и днем, и на рассвете идут в бой полки. Им нет конца, как нет конца и края моей стране. И в небо поднимаются самолеты, а в лесах, у костров и на дорогах собираются партизаны. И так всюду поджидает вас гибель, потому что партия на посту. Больше я ничего говорить не буду. Хорошо. Nehmen Sie mal in die Arbeit. Последний раз. Кто ты? Anfangen. Los! Feldwebelquast. Die Kleine hat einen harten Schädel. Bringen Sie sie mal zur Vernunft. Zu Befehl. Ты не хотел отвечать. Тем хуже для тебя. Я поручаю тебя ему. Он будет добиваться. Hallo Jungs, alles in Ordnung? Gebt mal was zu fressen her. Bitte Platz zu nehmen. Herr Oberstleutnant hat diese Dame mir übergeben.
Und ihr könnt beruhigt sein, ich werde ihr schon Maß nehmen. Gebt mal was zu saufen. Das wird richtige Schwerarbeit. Trink. Piet. You. Не гляди туда, не гляди, родненькая. Schreib, пиши. Wer bist du? Кто ты? So schreib doch. Кто ты? Кто? Кто ты? Стой, Зоенька, стой прямо. Зои. 1 год. А все-таки интересно, что ждет ее впереди? Не знаю. Только мне очень хочется, чтобы она была счастлива. Ну что ж, надо сделать все, что в наших силах, для того, чтобы было так. И пошел он дальше. Идет, идет по русской земле, идет, счастье ищет. Вдруг, откуда ни возьмись, навстречу ему девица-красавица Василиса Премудрая. Ты куда, говорит, Иван-Царевич, идешь? Счастье иду свое искать. А какое такое твое счастье? А счастье мне одно. Где дороги нет, там дорогу найти. У кого силы нет, там храбростью взять. У кого памяти нет, о правде напомнить. Ничего она ему на это не сказала, взяла его за руку, и пошли они рядом. Только узнала Баба-Яга, что они за счастьем идут. Да как закричит: я, Баба-Яга, костяная нога, кто бы мимо не прошел, попадет ко мне в котел. В ступу сена, по лугу скачет, метлой след заметает. Ков-ков, а вот сейчас я тебе съем. А я тебя не боюсь. Не лезь, мол, нашу дочку. Лучше я тебе сейчас обед подогрею. Ну, что я тебе принес? Что я тебе принес? Что? На, смотри,
Только чур не пачкать. А то придет волк и вправду съест тебя. Мам! Ну, конечно. Все ушли и опять меня заперли. Но это ничего. Надо только не вертеться, сложить руки на животе, крепко зажмуриться, и тогда сразу заснешь. Вот так. Все равно не боюсь. Это мышь. Ой, что это? Кто-то под стол полез. Ой, как страшно. Нет, это мне показалось. Ничего страшного нет. И не очень темно. Я даже могу встать и зажечь свет. Вот встану и пойду. Это ничего. Это я наткнулась на стул. А скоро будет стол. Вот. Лампа. Ну вот, я не испугалась. Теперь надо только посмотреть под стол. Ну, там, конечно, никого нет. Ой, так ведь это же киса от верхних жильцов. Здравствуй, киса. А я тебя сначала испугалась. На, кошка, кошка, скок, прыг, скок, прыг, скок. Ей навстречу колобок, прыг, скок, прыг, скок. Испугалась я медведя, прыг, скок, прыг, скок. Это кошка от соседей, прыг, скок, прыг, скок.
пятилетки! Да здравствует 1 мая! Все в порядке. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Ну вот, ребята, я привела вам новенькую. Ее зовут Зоя. Куда бы нам ее посадить? Смотрите, пожалуйста, все в сборе. А? Боря Фомин, кажется, сегодня в печальном одиночестве. Ну-ка, Зоя, иди садись пока с ним. Как хотите, Анна Сергеевна, а я девчонку к себе не пущу. То есть как это не пустишь? Вот еще, что я такого сделал, чтобы сидеть с девчонкой? Что же, по-твоему, сидеть с девочкой — это наказание? Не наказание, а хуже. Ее только тронь, она сразу и запищит. Подвинься, мальчик. Ну вот еще, подвинься. Мальчик, подвинься. Подвинься. Ну вот и отлично. Итак, ребята, сегодня мы снова займемся родным языком. Разберем для начала Теперь вычти 18. Прибавь 4. Хорошо. Садись на место. Лепестки, ребята, образуют венчик. Заглянем теперь внутрь цветка. Так вот, ребята, все, что красное, это наша страна. Она занимает 1/6 часть мира. Знаешь что, давай дружить. Я тоже хочу. Давай. А как тебя зовут? Верой. А тебя Зиной? Зинка-свинка. А почему ты опоздала к началу года? У меня умер папа. Петька, за мной! Эй, ура! Петька дурак, кроме своего футбола ничего не знает. А мы Сергея девочки, пойдемте. И дался вам, Сергей Семенович, этот самый Рейхстаг. Подумаешь, сгорело одно из самых безобразных зданий в Европе. Туда ему и дорога. Напрасно вы отшучиваетесь. Я убежден, что это лишь начало. И как это у Шекспира, не будет меры злодеяниям. Сотни тысяч книг. Вандалы. Преступники. Идиоты! Изуверы! Негодяи, а? Они сжигают книги. Тупицы. Дикари. Сжечь Толстого. Подумать только, Толстой в огне. Достоевский в огне, Гейне, Дарвин, Маркс. Шабаш, Лысая гора. Скажите, пожалуйста, это вас зовут Филин? Что? Какой фильм? Мне ребята сказали, что книги для чтения можно брать у Филина. Что? Что днем Филин учит истории, а после уроков сидит здесь и дает книжки. Постой. Филин. В очках, слепой, сидит на жердочке. Это я. Ну, конечно, это я. Так вот, значит, как вы меня величаете.
Что ж ты хочешь от филина, девочка? Я хотела, чтобы вы дали мне почитать. Ну-ну. Ну, вы так ругались, что мне стало интересно. Ну и что ж тебе стало интересно? Мне стало интересно, кто сжег книги. Из ребят нашего класса никто этого не мог сделать. Даже самые хулиганы-мальчишки. Я тоже уверен, девочка, что из вашего класса никто не способен на такую пакость. Это сделали фашисты, немцы. Вчера во всех городах Германии ровно в 12 часов ночи жгли на кострах книги. Они хотят вернуть мир к средневековью, но ничего. Ничего. 40 лет я учу истории вот таких, как ты. 40 лет. Я кое-что смыслю в этом. Никому еще, слышишь, девочка? Никому и никогда не удавалось и не удастся повернуть историю вспять. Обратно. Я вас очень прошу, дайте мне все эти книжки, которые там сожгли. Что? Что ты, девочка? Их очень много. Так много, что хватит на всю твою жизнь. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Пахнет чем-то. Ой, девочки, неужели каша подгорела? И как это я забыла? Давай посмотрим, какая дальше картинка. Девочки, вы без меня не читайте. Девочки, тут шар какой-то. Ой, как высоко. А вдруг это не шар, а стратостат? Я в прошлый раз, когда Прокофьев летал, сама видела. Он вроде груши, и этот тоже. Пойдемте, девочки. Да подожди ты, свинка. Он и еще долго тут будет. А мне интересно, что там дальше, в книжке. Пойдем. Ну ладно уж, пойдем. Вера? А где остановились? Читай отсюда. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Мамочка, ты спишь? Нет. А что тебе? Можно к тебе, мамуська? Иди. Ну, о чем сегодня? Не понимаю, мамуська. Они умерли, значит, их нет. А их наградили. Ну, как можно наградить тех, кого нет? Ты вот о чем. Видишь, девочка, они герои. Они поднялись в небо так высоко, когда них еще никто никогда не поднимался. И вот пройдет много лет, а люди все равно будут о них помнить, так, как будто бы они живы. Ну вот ты. Скоро позабудешь их? Нет, наверное, совсем не забуду. Ну вот видишь, значит, они все-таки есть? Понимаю. Тех, кого не забывают, они живы.
Мамуська, а что такое герой? Я знаю, но только не совсем. Герой? Герой — это тот, кто всегда смел, кто не боится даже умереть, чтобы сделать других счастливыми. Понимаешь? Чтобы сделать других счастливыми. Понимаю. А что означает галстук на твоей груди? И почему он красный? Галстук на нашей груди пропитан кровью сотен и тысяч борцов. Вот почему он красный. И им надо дорожить, как частицы великого красного знамени. А что означает серп и молот на твоем значке? Это пионер носит родину на своей груди. За дело Ленина. Будь готова. Всегда готова. Подвинься. А помнишь, как я тебя на парт не хотел пускать? Ага. Ну а все от того, что ты неправильно выкрыла. Надо было вперед поднять, а кокетку выпустить. Вы о чем, девочки? О чем? Ни о чем. Не мешайте. Мы думаем, почему сегодня все говорят с Новым годом, с новым счастьем? И никак не можем догадаться. А ведь верно. Разве счастье обязательно должно быть новым? Ну уж вечно ты, Борька, своими умными вопросами. А скажите, пожалуйста, почему дважды два 4? Да, и заодно ответьте, правда ли, что Волга впадает в Каспийское море? Нет, девочки, это глупости, я серьезно. Ну вот, ребята, кто мне скажет, что такое счастье? Вот сказали. Счастье своим счастьем. А вот дайте Зинке такое сладкое, чтобы жевать, оно все целенькое, все не кончается, она и будет счастлива. Больно надо мне твое сладкое. Нет, ребят, счастье — это когда ждешь чего-то хорошего, вроде подарка. И знаешь, что непременно будет. Только точно не знаешь, когда будет, что будет. Знаешь, не знаешь, будет, не будет. А по-моему, счастье — это быть таким, как папка Качай. По-моему, придумать такой аппарат, чтобы нажмешь кнопочку, и каждое твое желание исполнялось. Ой, кнопочки, молоточки. А по-моему, вот если Спартак наклепает опять Динамо, вот это и будет самое настоящее счастье. Вот так. О, вот это счастье! Запутались, факт запутались. Что такое счастье? Какое такое счастье? Запутались. Просто все хотят быть счастливыми, но каждый по-своему. А все потому, ребята, что человек создан для счастья, как птица для полета. Ой, мы птички. Пойдем танцевать! Если мочь, за рояль! Почему заяц? Потому что Зойка, Зойка, Зайка, а Зайка заяц. Здравствуй. Полегче! Ой, простите. Знаешь что, заяц? Пойдем в наш класс. Зачем? Мне нужно сказать тебе очень важно. А на самом деле, заяц, ты мне нравишься больше всех. Я давно тебе хочу сказать. Давай дружить. Давай. Только не так просто дружить, а по-настоящему. А как, по-твоему, надо, что по-настоящему? Клади свою лапу сверху. Ну вот, даю тебе слово, что с этого дня и с этого часа мы с тобой друзья насовсем. А теперь прибавь, что хочешь, я для тебя все сделаю. И что бы ни было плохого или хорошего, все теперь должно быть у нас напополам. Ладно, И мы во всем должны помогать друг другу. помогать.
и никогда друг другу не врать. Конечно. Если кто-нибудь, вот все равно кто, скажет про тебя или про меня плохое, то мы обязательно должны заступиться. Но я за тебя кого хочешь поколочу. И мы никогда ничего не будем скрывать друг от друга. Я тебя могу, когда захочу, спросить. Ты о чем сейчас думаешь? И ты должен ответить сразу и только правду. Но ты уж это чересчур. А по-моему, это и есть настоящая дружба. Знаешь, зайчик, давай так. Если я тебе сразу не смогу ответить, ну никак не смогу, я тебе сам скажу, честно. И тогда уж чур не приставать. Идет? Кто здесь? Это мы, Анна Сергеевна. Ах, это вы, ребята. Чего вы сюда забрались? Борис, тебя давно уже ищут. К тебе пришел отец. Отец? А где он? Он ждет тебя внизу, в раздевалке. Что это ему вдруг вздумается? Ну, я пойду. Ничего, девочка. Не правда ли, какой сегодня хороший вечер? Очень хороший. Сюда, ребята, сюда! Внимание! До Нового года осталось 30 секунд! Зачем к тебе приходил отец? Он уезжает. Куда? Заяц, я знаю, что мы ничего не должны скрывать друг от друга, но это не моя тайна. Понимаешь? Хорошо, хорошо. Молчи. И, пожалуйста, прости. Ну что ты, зайчик? Тише! С Новым годом, товарищи! Ребята, следующий сбор отряда будет 18-го. А сейчас можете идти по домам. Да, девочка, теперь они жгут города. Поставь карты в угол. Так, что же мы будем читать теперь? Я пока ничего не возьму, Михаил Яковлевич. Мне не хочется читать. Я не могу. Что? Михаил Яковлевич, миленький, я не понимаю. Ну как можно терпеть такое дальше? Ну как можно терпеть, что на земле есть фашисты? Понимаю. Ох, как я тебя понимаю, девочка. Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз.
И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинное мелочное прошлое, и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. Ну вот видите, почему Павка мог... Нет, правда, Михаил Яковлевич, в такое время быть школьницей девчонкой, я просто не знаю, что это за несчастье такое. Всему свое время. Всему свое время. Зло не может долго торжествовать. И, конечно, нам с тобой предстоит борьба. И, конечно же, мы победим. Имеем право не победить. Что случилось? 16 часов 30 минут по Гринвичу в Америке. На аэродроме Баракс сел Чкалов. Сел. Если бы хоть на минуточку сделаться человеком-невидимкой и подслушать, что у нас говорят во всем мире, а потом крикнуть: это мы, это наша страна. А вот если бы я стал невидимкой, я бы сейчас на самолет и к отцу бы туда. Куда? Да нет, ничего, это я так. Давай еще по пирожному, а? Давай. Вот чужеземцы овладевают Москвой. Чужеземцы рвут на части русскую землю. Что? Можно мне сесть, Михаил Яковлевич? Я опоздал. Садись, садись. И все же последовало спасение. Вторжение иноземцев объединило русский народ единой волей к их изгнанию. И народ от мала до велика поднялся на решительную и смертную борьбу. Вот почему в нашей отечественной истории эпоха смутного времени есть действительно великая эпоха. Вы, конечно, знаете, ребята, о Минине и Пожарском. Так вот, не только вожди народные, но и самые простые, безвестные люди показывали чудеса самоотверженности, чудеса храбрости. Так вот, ну-ка, Зоя. Что ты знаешь о подвиге Ивана Сусанина? Ну-ну. Сусанин был простой крестьянин. Он был крепостным. Он жил в деревне Домнино, недалеко от Костромы. Там очень густые леса и мало дорог. Так, рассказывай дальше. Однажды к нему постучали. Он открыл дверь, а там были враги.
Их было очень много, целый отряд. Они шли на Москву, но они не знали дороги и стали грозить ему и требовать, чтобы он их провел. Ну, и он пошел с ними. Они целый день шли лесом. Потом наступила ночь. Повалил густой снег. Но Сусанин вел их все дальше и дальше, а лес становился все глуше, так что еле можно было пройти. И тогда Сусанин сказал им всю правду, что он их нарочно завел, и что теперь они не выберутся отсюда. В предании сказано, его пытали великими пытками, мучили и краили из спины ремни, но он в те поры ничего не сказал. Молодец, Космодемьянская. Ну а дальше я знаю стихи. Это Рылеев. Можно я прочту? Читай, читай. Предателя мнили во мне вы нашли. Их нет и не будет на русской земли. В ней каждый отчизну с младенчества любит и душу изменой свою не погубит. Кто русской по сердцу, тот гордо и смело и радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти и я не боюсь. Не дрогнув, умру за родимую Русь. Снег чистый, чистейшая кровь обогрела. Она... Вот. Что с тобой, Борис? Что случилось, Борис? У меня убили в Испании отца, ребята. Ой, заяц! Ничего. Ничего, дети мои. Ничего. Ты комсомолка. Поздравляю. Спасибо. Ты лучше скажи, устав хорошо знаешь? Хорошо. Ну вот что ты считаешь самым важным в уставе? Комсомолец обязан быть беззаветно преданным Родине и быть готовым отдать за нее все свои силы. А если понадобится, и жизнь. Так. К этому мы все должны быть готовы. И всегда. Но вот сейчас. Сейчас ты пойдешь домой, будешь на керосинке греть ужин, завтра пойдешь в школу, потом надо будет учить уроки, все пойдет как обычно. А вот здесь в уставе, посмотри-ка. Вот. Всего через 1, 2, 3, 4. 4 строчки. Аккуратно посещать комсомольские собрания, быстро и точно выполнять задания организации. Ну? Как ты на это? Так ведь все это само собой разумеется. Ага. Само собой разумеется. Ну, правильно. Все это само собой разумеется. Правильно. Поди-ка сюда. Посмотри. Ну, что ты там видишь? Ничего. Ничего. А звезды? Ой, и верно. Ты какие яркие сегодня. А вот сначала ты их и не заметила. Потому что звезды, они тоже, само собой разумеется. Много есть на свете такого, что само собой разумеется. Секретарь, который поучает, ну вот вроде меня. Собрания, нагрузки, выпуск стенгазеты, учиться на отлично. И слова-то все какие-то скучные, обыкновенные. И все это само собой разумеется. Я понимаю. Знаете, товарищ Шилов, я сама уже думала об этом. Это про географию. Про какую географию? А вот я как-то смотрела на карту и вдруг подумала, что вот черненькая линия — это река, а вот коричневая краска — это горы, а вот звездочка — это Москва. И я подумала, что вот если так просто смотреть на карту, ты увидишь только какие-то черточки, полоски, точки.
А вот если по-настоящему посмотреть, ты представишь себе сразу, какая река длинная и широкая, и как быстро течет вода, и как туман поднимается, и как на горах тает снег, и как в Москве бьют часы на башне. Да-да, это верно. Очень трудно увидеть то, что уже давно само собой разумеется. Но уж зато, если увидишь, то самое обыкновенное, самая, казалось бы, на первый взгляд, будничная жизнь, она засверкает. Вот как эти звезды, которые ты сначала изволила не заметить. Это верно. У тебя, Верка, какой номер билета? На, смотри сама. Смотри, пожалуйста. Всего на 3 номера разница. Ну да, в середине еще я и, кажется, Борис еще. А Петька уже потом. Чего, Петька, потом? Обиделся. Да нет же, мы просто говорили о том, что у нас в переклассе почти все комсомольцы. Прямо не понимаю, ну что она там так долго? А ты не беспокойся, не съедят твою До Зойку. свидания, Космодемьянская. До свидания, товарищ Шила. А мы уж решили, что ты пропала. Что так долго? Ну как? Поздравить можно? Ну уж это, само собой разумеется. Шагай вперед, комсомольское племя, шути не пой, чтоб улыбки цвели. Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли. 1, 2, 3. Единогласно. Зойка, ты группорг, валяй тронную речь. Пускай скажет. Так вот, у меня есть такие предложения. Я не буду долго проверять взятки, ну что лечить изумлять. Зойка, ты просто с ума сошла! С ума спятила! А вы испугались! А по-моему, Зойка правильно, 20 да. Или нельзя, то не конечно. Если мне стенгазету, то пускай Семки тоже. У нас тряк, а я стрить не умею. Да иди сядь на место, что ты говоришь? Ну, Петьке-то хорошо, он своей физкультурой всех удивит. А туда вам нет-то стрипать. Подумаешь, какая я санитарка. Постойте, ребята, постойте. А Борька-то со старухами. А, Б, Б. Я только боюсь, Зойка, а вдруг я не справлюсь? У меня и так по истории нет, и мама больна. Да ты всегда боишься. Вот и... Не знаю, как все, а я за себя отвечаю. Не отвечай. Это нехорошо, ребята. Шумим, трепимся, а лучше браться за то, что наверняка можно успеть. А то потом разговоров не берешься. Нахвастались, засыпались, не выполнили. Кому это надо? На бумаге-то все можно написать. Знаешь, Леша, я недавно была в музее Ленина, и там есть день Ильича. Что он за один обыкновенный день сделал? Так вот я стала считать, и вышло 41 дело. И какие все дела. Так ведь то Ленин. Ну да. А мы ленинский комсомол. Стой! Порядок, Борька! В 10-ку попал! Космодемьянская, на линию огня. Спокойно, Космодемьянская, спокойно. Целься точнее. Тверже рука. Опять? Кто тебе позволил заниматься футболом? За 10 дней 5 стекол. По-твоему, это физкультура? Понимаешь, все это беленький из 1 А. Я его в ворота, а он из ворот. Я его снова, а он... Ты все равно не пройдешь, не прогрязнешь. Не Пустите, говорят, что ты? Уходи. Ну чего ты буянишь? Воображала такие. В класс не пускают, ногти у меня для них недостаточно чистые. А ну покажи. Земелюшка, чернозем. Так ведь это же масло, понимаете, машинное. Это не отмывается. Мы с Семкой модель в техническом собираем. Придется пропустить, девочки. Грязь-то трудовая. Проходи. Ну, понимаешь, корень в квадрате. Его надо извлечь, а х мы выносим. Ничего не понимаю. Вот неспособная по математике. Вот неспособная и все. Если бы тебе половину моих способностей по математике, а мне твоих по литературе бы. Кстати, как у тебя дела с ликбезом? А что ликбез? Ничего, ликбез, успевают старушки.
А ты каждый четверг ходишь? Не пропускаешь? Ну вот привязался. Ну, хожу, само собой, разумеется. Скоро вы там. Зойка, ты должна мне еще по хронологии помочь. А то я все время путаюсь. Какой царь? Когда? Ну, давай, давай, ладно. Ну, смотри, значит, извлекаем корень. Вам чего? Здесь сегодня должны заниматься. Я из 201 школы. Чем заниматься? Как чем? Мы послали к вам одного нашего комсомольца. Ликвидировать неграмотность. А, постой, постой, такой белобрысенькой? Ну да, Фомин. А, так он уже давно ликвидировал. Как? Да так, 2 раза был, а больше мы его не видали. Видите ли, он заболел. Заболел? Ну да, заболел. И теперь буду заниматься я. Вы кто? Управдом. Так вот, товарищ управдом, я вас очень прошу к следующему четвергу оповестите всех неграмотных. Прямо не знаю. Сколько раз я их собирала, а теперь они всякое доверие потеряли. Я, конечно, виноват. Я это сознаю. Но дело было так. Мы с Петькой Васильевым стали строить буер. Буер? Ну да, буер. К зиме на Химках. Ну и очень увлеклись. Ну просто у меня не хватало на все времени. Ну а тут старуха одна сказала, что ей в могилу пора, а не учиться. Ну вот я и... Ну, в общем, все. Так, ладно. Ну а что скажет группорг? Фомин не выполнил взятых на себя обязательств. Кроме того, он, комсомолец, поступил нечестно, соврал. Я предлагаю дать ему выговор. Строгий. Зоя, ты пойдешь с нами? Нет, мне не хочется, девочки. Зайчик, постой. Я с тобой не разговариваю. Уйди. Ну, почему, зайчик? Ну ведь я же уже получил строгача, теперь уже все в порядке. Пойми, ты мне больше не друг. Понимаешь? Не друг. Ну, как не друг? Нет. Ну как ты мог? Как ты мог врать, глядя мне прямо в глаза? Ну, заяц, я же тебе не как другу соврал, а как группоргу. Ведь мы же по комсомольской линии поссорились. А по-другому... Боже мой, что ты за чушь поришь? Что ты несешь? Я вижу, нам действительно не о чем разговаривать. И, пожалуйста, я тебя очень прошу, больше ко мне не приставай. Ладно. Собственно, куда вы торопитесь? Как куда? На ликбез? По-моему, это не входит в ваши обязанности. Можете отправляться домой. Сынок, а сынок? Что, бабушка? Что-то у меня рука дрожит. А вы не нажимайте так, бабушка. Не нажимайте. А палочки выводите попрямее. Вот. Ну, по-моему, эти порядки очень простые. Может, лучше, чем корпию щипать. Ой, девочки, только если все это на самом деле будет, я крови видеть не могу. Мне сразу нехорошо делается. Зоя, мне нужно поговорить с тобой. Девочки, я вас сейчас догоню. Ну? Разговор будет очень серьезный. Говори. Так вот, я хочу тебе сказать... Хочешь сказать, а молчишь? Одним словом, я тебя очень прошу, заяц. Давай помиримся. Идет? И знаешь, все последнее время я хожу такая счастливая. Такая счастливая. И все у меня как-то сразу выходит. И дом, и уроки. И с мамой мы как-то по-особенному дружим. И все время столько мыслей приходит в голову.
То я мечтаю, как я буду писательницей. А то мне кажется, что самое большое счастье – это быть учительницей. А то еще и еще. И так все это хорошо, что иногда я сама себя останавливаю. Зойка, а не слишком ли это безмятежно у тебя получается? Ведь уже во всем мире война. И, конечно, нам тоже предстоит воевать. Но знаешь, тогда я вспоминаю всю нашу жизнь. Все, что я своими глазами видела. Вот я уверена, что именно нам, именно нашей стране предстоит совершить такое, какого еще никогда не бывало. Но это ничего, что мы росли счастливыми. И что герои наши добрые. И подвиги тоже добрые. Нет, ты понимаешь, что я хочу сказать? Тебе не кажется, что все это слова, которые всегда просто так говорят? Ну, что все это само собой разумеется. Очень хорошо понимаю, зайчик. Только я меньше рассуждаю, чем ты. По-моему, если надо будет воевать, то и будем воевать. Ну а уж если будем воевать... То само собой разумеется, победим. Девочки, отойдите отсюда. Ой, что же это такое, ребят? Проходите, девочки, палка. Ничего, ребята. Ничего страшного. Петька, иди сюда. Ребята, скорее! Михаил Яковлевич. Михаил Яковлевич. Что с вами, Михаил Яковлевич? Катюшка, беги скорее за доктором. Нет, не надо. Меня оглушило немного. Ну вот, дети мои. Они добрались до наших книг. Ну ничего. Да помогите мне встать. Ничего. Мы не позволим им. Мы уничтожим их. От них не останется даже следа.
Я это знаю. Я старый филин. Дети мои. Входите, входите, ребята. Я вас сначала не Видишь, узнала. Заяц, мы только на минуту. Только проститься и все. И почему ты раньше мне ничего не сказал? Ну, понимаешь, Заяц, мы с Петькой боялись, что у нас ничего не выйдет. Но что помешает возраст? Ну и не хотели раньше времени болтать. Нас даже сначала и слушать не хотели. Ну мы им там уже все доказали. Мы Зое такую бузу заварили. В общем, нас приняли в школу. И я буду танкистом, как отец. Понимаешь, Заяц? Как отец. Ты понимаешь, Занька, сначала у нас ничего не выходило. Ну а потом, когда уже получилось, ну, как всегда бывает, вдруг все сразу. Ну и сразу вот оформили, и сразу нужно отправляться из Москвы черти куда. И мы еле-еле успели забежать к тебе. Ну, вот и все. Грозные дни, когда враг подступал к Москве, в Колпачном переулке у здания Московского комитета комсомола день и ночь толпились тысячи комсомольцев. Они хотели только одного — защищать Москву. Куда, Шкет? Я не шкет, я старый пионер. Эй, трехгорка, не отставай! Комсомол доверил вам защиту нашей великой столицы. Так не видать же, товарищи, немцу нашей Москвы, как ушей, не топтать немецкому сапогу наших мостовых. Помните, постоянно помните, вы из Москвы, вы комсомольцы Москвы. Пусть же ваши боевые дела будут достойны высокого звания комсомольцев Москвы. За Родину, товарищи! Ура! Из лучших отбирали лучших, создавали из них отряды. Многие уходили в партизаны, и все они покрыли неувидаемой славой боевое знамя ленинского комсомола. Пришла, само собой, разумеется. Пришла. Это ты, Зоя? Я, мамочка. А я беспокоилась. Тревога за тревогой, а тебя все нет. Ты что-то постриглась по-новому. Совсем как мальчишка. Мамочка, я ухожу на фронт. На фронт? Как на фронт? Да, мамочка. В тыл к немцам, в партизаны. Ой, Зойка. И, мамочка, у меня на сборы всего 3 часа. Мамочка, мамуська, ну не надо, ну не горюй, милая моя. Ну ты ж понимаешь,
Мамочка, ну я не могу иначе. Мамочка. Зоя. Ну, мам. Пойми, мамочка, все уже решено. Вспомни сама, чему ты всегда меня учила. Мам, я не могу быть другой. Да, ты не можешь быть другой. Сдавайся! Ну! Mensch, Luft, Schwein, verdammt! Hund! Der Erde ist Zeit! Спасибо, Танюш. Вот выручила. Я не Таня, я Зоя. Вот и. Прости, пожалуйста. Понимаешь, есть у меня в Москве девчонка, Танечка. Думаю я, что каюк мне. И вдруг показалось, будто моя Татьянка шасть, и ваших нет. А это ты. Вот ведь как. Ну, пошли, пошли. Да, хоть близко Москва, а далеко. Значит, на заслон нарвались. Да, чуть светать стало. Пришлось прямо сходу боем пробиваться. Убитых? Нету. Раненых? Легко 4. Да вот один без головы остался. Это как же? Да шапку я сгоряча фрицам оставил. Они вот и ржут. А ты не огорчайся, шапку как-нибудь новую сообразим. Ну что ж, товарищи, будем вместе Москву защищать. Петров, председатель колхоза «Заря», нынче командир партизан. Федоров, шарик-подшипник. Это хорошо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Изотов, серп и молот. Хорошо.
Семечкин Семен. ФЗУ. Тоже ладно. А это откуда такая взялась? Комсомол послал. Обизду! Кто ты? Кто? Стояв! Встать! Bitte schön, Freund. Schreib. Pиши. Steh auf. Schreib. Oder mach die Schnauze auf. Entweder du verreckst im Schnee, oder ich habe ganz andere fertig gemacht. Teufel nochmal. Du denkst wohl, ich habe meine Zeit gestohlen. Du
Dummes Weib. Даже умереть, чтобы сделать других счастливыми. А на самом деле ты мне нравишься больше всех. Ну, вот ты и комсомолка. Мы уничтожим их. От них не останется даже следа. Ты чья будешь, девушка? А зачем тебе это? Сама-то ты откуда? Московская. Скажи, хорошая моя, как Москва? Хорошо в Москве. Долго ли терпеть нам муку эту? Недолго, милая. Нет, недолго. Поскорее бы. Господи. Ноженьки мои, что с вами поделали? Посекли, поморозили. Ходить бы вам по родной земле. Los, los, alle auf den Platz. Vorwärts, schneller. Ich mache euch gleich Beine. Na los, ihr faulen Stücke. Wärtsball, hau ran, Alter. Auf den Platz. Vorwärts, marsch, marsch. Dali, dali. Сколько жизни твоей не прожито. Как бы мне укрыть тебя, пригреть, не пустить. Доченька, ты моя горькая, как поминать тебя, я не знаю. Вспоминайте меня Таней.
Gefangene zur Stelle. Los. Einen Moment, Herr Oberst. Nur ein paar Fotos. Bitte sehr, aber schnell. Zurücktreten. Bleib doch stehen, dumme Gans. Ein Festfressen für die Würmer. Господи, 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 Боже мой, Господи, Господи. Что вы такие печальные? Что не весело смотрите? Милые вы мои, все кончится хорошо. Обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Стоп! Hier den Mund! Schluss mit der Komödie! Товарищи, будьте смелее! Боритесь с врагами! Бейте, жгите, громите фашистов! Все равно победа будет за нами! Помните! Нас 200 миллионов! Schneller! Schneller! Прощай, светлая! Прощайте, товарищи! Вас,